Профессионалы из сферы красоты приезжают в США и задаются вопросом, а как они могут получить здесь грин-карту? Сегодня нам поможет разобраться в этих вопросах лицензированный юрист Татьяна Арестова. Добрый день, Татьяна. Добрый день, здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Я знаю, что у вас огромный опыт по подготовке кейсов, подаче и выигрышу кейсов по грин-картам, визам. Скажите, вы сталкивались и как часто, и с какими сферами, какими профессиями в области красоты? Да, безусловно, мы работаем во всех областях, связанных с тем, что называется выдающиеся способности. Прежде всего, это EB-1, иммиграционная петиция по категории Extraordinary Ability. И мы работали с самыми разными профессионалами в области, которая по-английски называется beauty, то есть все, что связано с уходом за собой и подобного рода услугами. И я бы разбила этих специалистов на три такие большие группы. Это, прежде всего, люди, занимающиеся волосами, все, что связано с hairdressing, то есть парикмахерское искусство. Вторая большая группа – это люди, занимающиеся косметологией, косметикой, мейкап, то есть все, что вот вокруг этой области индустрии. И отдельная такая довольно большая группа – это все, что связано с тату и татуажем. Вот такие вот три группы я бы выделила среди заявителей, с которыми мы, безусловно, работаем. Вы сказали про выдающиеся способности и грин-карту EB-1. Первый важный критерий для того, чтобы подаваться на эту грин-карту, это призы, награды, судейство. Вы могли бы привести примеры из вашей практики, как люди подавались именно на этот критерий и как защищались? Прежде всего, хочу сказать, что EB-1 – это, безусловно, не единственная категория, на которую бьюти-специалисты могут, в принципе, претендовать. Можно договориться с работодателем, чтобы работодатель подавал на вас петицию. Можно подумать даже о петициях через категорию EB2. Но для топовых ведущих специалистов, безусловно, EB1, петиция по выдающимся способностям – это кратчайший способ получить грин-карту. Поэтому с удовольствием с вами детально ее разберем. Итак, что касается наград, а также что касается судейства, поскольку это, в общем-то, две стороны одной медали. Люди могут или получать награды в каких-то соревнованиях, компетициях, или судить подобного рода начинания, соревнования, компетиций. Безусловно, в каждой индустрии есть свои события, ивенты, мероприятия, в которых могут люди принимать участие. Пример в парикмахерском искусстве. Значит, я прежде всего хочу подчеркнуть, есть такое довольно важное мероприятие, оно еще называется Hair Olympics, то есть как Олимпийские игры для профессионалов в парикмахерском искусстве. Это OMC Hair World Championship. Значит, если человек имеет награду или вошел в какое-то топовое количество участников вот в этом соревновании, безусловно, это рассматривается как одно из лучших событий, один из лучших форумов. Также есть такие форумы, как International Hairdressing Awards, тоже уважаемый форум. Дальше, например, если человек в Соединенных Штатах находится, выигрывает North American Hairstyling Award, сокращенно он называется NAHA. Это очень уважаемая награда. Если человек судит подобные соревнования, если человек судит конкурсы красоты, которые тоже пользуются репутацией и о которых пишут важные средства массовой информации, вот это вот в области парикмахерского искусства, безусловно, уважаемые события, об участии в которых стоит подумать. Значит, что касается, например, людей, занимающихся косметологией или тем, что называется мейкап. NYX Face Awards. Дальше даже есть такие вещи, как body painting festivals. Есть такие вещи, как trade shows. International Makeup Artist Trade Show. Значит, вот эти все события, они позволяют человеку проявить свои таланты в этой области и показать, что заявитель входит в число элитной группы лучших на вершине своей области, немногих из лучших. Что касается, например, людей, занимающихся татуировками, тату-артист, безусловно, есть международные Tattoo Conventions, на которых человек может получить приз. Они, как правило, проходят в Европе, Лондон, Берлин, Париж.
Это места, в которых проходят престижные соревнования, например, Le Mondial de Tatouage в Париже и подобного рода соревнования. Вот я специально для нашей с вами передачи посмотрела, какие награды предоставлялись нашими клиентами, и вот некоторые из них я с вами сегодня озвучиваю. Значит, далее, ну вот в прошлые времена были ТВ-шоу, телевизионные передачи. Сейчас, возможно, это все ушло в YouTube. Значит, есть реалити-шоу, в которых люди делают и мейкап, и тату. И если человек получает приз такого шоу, то тоже это может служить весомым доказательством его статуса в индустрии. А также, если человек, например, судит подобного рода соревнования или реалити-шоу, опять же, если это уважаемые события, о котором пишут уважаемые журналы или масс-медиа, может быть, шоу показывается, в котором это все упоминается, телезвезды или кинозвезды участвуют. Вот это вот все помогает человеку закрыть первый критерий — награды, а также критерий, связанный с судейством по данной индустрии. Вы упомянули про публикации. Публикации — это вообще отдельный критерий для получения EB1. Безусловно, безусловно. Да, вы могли бы более детально привести примеры или прокомментировать, какие публикации встречались в вашей практике и какие публикации подходят в бьюти-сфере и доказывают? Что касается публикаций, то, естественно, все у нас меняется, появляются новые публикации, старые публикации уходят, но есть какие-то вещи, которые пока достаточно долгое время существуют в индустрии и никуда не делись. Значит, во-первых, есть публикации профессионального характера, профессионального плана. Например, публикации Modern Salon, American Salon или публикация под названием «Эстетика». Вот эти публикации, они являются профессиональными публикациями. Также есть то, что называется ведущими средствами массовой информации, предназначенными для публики в целом. Такие журналы, как Vogue, Elle, Cosmopolitan, InStyle. Вот эти вот публикации, они тоже весьма пользуются серьезным уважением, и миграционная служба тоже воспринимает эти публикации серьезно, публикации, скажем так, высокого профиля, в редколлегию которых входят уважаемые специалисты. Значит, это то, что касается практически всех специалистов в области бьюти. Есть, например, публикации, которые относятся конкретно к людям, занимающимся мейкапом. Например, Makeup Artist Magazine. Или публикации типа Allure, Glamour. Вот эти публикации, они тоже могут вполне подтвердить статус ваш как выдающегося специалиста. Опять же, очень важно, чтобы в этих публикациях подробно описывалась ваша работа, было, может быть, интервью с вами или фотография ваших работ. Если вы просто упоминаетесь через запятую, это, конечно, хорошо, но это вряд ли поможет закрыть этот критерий. Поэтому очень важно, чтобы не просто вы упоминались, а чтобы было какое-то развитие темы в этих публикациях. Дальше это могут быть публикации, связанные, например, с киноискусством. Например, публикации такие, как Hollywood Reporter, может быть, помогут вам показать, что вы являетесь талантом в этой области, работая с кинозвездами или кинопрофессионалами. Что касается такой области, как тату, вот все вышеупомянутые организации, также такие публикации, как Skin Deep Magazine, Inked, Tattoo Life, Tattoo Energy, или, например, даже какие-то интернациональные публикации, например, Inked Japan. То есть публикации, которые публикуются в определенной стране, где есть большой интерес к данной теме. Значит, если публикация уважаемая, то иммиграционный офицер смотрит на это как на серьезное доказательство вашего влияния в данной индустрии. В сфере красоты есть какие-то организации, члены которой могут являться представители сферы красоты, чтобы соответствовать критерию членства в организациях, требующих профессиональные высокие достижения? Вот вы могли бы привести примеры и прокомментировать, каким должно быть это членство? Хочу подчеркнуть, что очень важно понимать, что засчитывается только членство в организациях,
которые требуют выдающихся достижений в данной области. Поэтому если, например, вы просто входите в профессиональную организацию в бьюти-индустрии, и ваш уровень членства обычный рядовой уровень, то тогда, скорее всего, это членство не будет засчитано. В качестве членства в организациях можно использовать, например, участие в команде, если вы выступали в каких-то соревнованиях как часть какой-то команды. Иногда, если вас взяли в продакшн какого-то кино или еще в какой-то коллектив, который можно считать требует выдающихся способностей, иногда подобное членство можно представить как эквивалент, закрывающий этот критерий. Однако, если мы говорим вот довольно строго о том, что ну вот точно совершенно соответствует этому критерию, то сравнимы вот эти организации с тем, что называется Hall of Fame, зал славы. Если вас включили в какой-то зал славы по вашей специальности, да, это может закрыть данный критерий. Например, Fellowship for British Hairdressing. Или, например, вы входите в, я уже говорила, команду, которая участвует вот в этом всемирном соревновании Hair Olympics, OMC Hair World Team, вы становитесь членом этой команды. Да, безусловно, этот выбор подтверждает ваше соответствие критерию выдающихся достижений в данной области. Иногда, например, членство в опять же, каких-то кинематографических, элитных организациях может помочь художнику по, гриму, мейкап-артист закрыть этот критерий. Например, если вас пригласили в Academy of Motion Picture Arts and Sciences, да, безусловно, это может закрыть этот критерий. Значит, опять же, есть определенные уровни членства, когда вас выбирают на более серьезный уровень членства или дают вам престижный титул какой-то, например, CDESCO Diplomat. Это, безусловно, знак отличия, который вы можете использовать. Значит, если вы выбираетесь как амбассадор какого-то бренда уважаемого, L'Oreal Professional, например, или другие важные бренды. Да, безусловно, это тоже может подчеркнуть высокий уровень ваших достижений. Значит, что касается тату-специалистов, в этой индустрии тоже, безусловно, существуют важные и уважаемые награды. Вот здесь как раз существует Hall of Fame, существует награда, например, Shodesak Award, существуют награды, которые вручаются выдающимся специалистам. Такие награды, безусловно, помогают доказать и членство в каком-то узком сообществе, куда вы были внесены благодаря этой награде. Значит, таким образом, членство в таких сообществах можно закрыть самыми разнообразными путями, но важно помнить о том, что вот просто обычное какое-то включение в число участников профессионального сообщества обычно не закрывает вот этот критерий. Я напомню, что данное видео мы делаем в образовательных целях, в информационных, и оно не содержит юридического совета. Обязательно всегда перед тем, как предпринимать какие-то действия, готовите кейс на грин-карту, подаете грин-карту, всегда консультируйтесь с лицензированным иммиграционным адвокатом. Татьяна Арестова как раз лицензированный адвокат с более чем 25-летним опытом работы. Контакты Татьяны здесь внизу по ссылке в описании. Можете переходить на ее веб-сайт, бронировать консультацию. Если у вас есть вопросы, задавайте, опять же, здесь под видео или переходите в наш телеграм-чат, опять же, ссылка здесь внизу, задавайте вопросы Татьяне в чате. А я представляю компанию Visa Now. Мы помогаем собрать и организовать документы для ваших виз, грин-карт, но, как я уже сказал, всегда обращайтесь к лицензированному адвокату. Татьяна, возвращаясь к нашей теме грин-карта и B1 в бьюти-сфере, один из критериев – это вклад в отрасль. Как специалистам в области макияжа, мейкапа, тату, парикмахерского искусства, как они могут доказать свой вклад в сферу, или на английском это contribution to the field? Итак, важно помнить о том, что вклад прежде всего должен быть оригинальным, то есть человек должен быть автором этого вклада, и этот вклад должен отличаться от существующих, конкурирующих или ранее существующих подходов. И дальше очень важно показать, что вклад имеет большое значение, по-английски major significance.
То есть данный вклад должен иметь значение для данной отрасли. Поэтому, конечно, идеально к данному критерию подходят вещи, которые являются инновациями. Например, иногда люди говорят: я внес вклад, я создал крупнейший в городе парикмахерский салон. Это не вклад, это ваше достижение, но это не вклад в отрасль. Вклад в отрасль — это, например, если вы придумали какую-то технику стрижки или метод окраски волос, или если вы придумали новую косметическую формулу, которую вы применяете в кремах, каких-то продуктах, которые вы продаете, или вы придумали какой-то метод нанесения, возможно, макияжа или использования косметических продуктов один за другим, или один без другого, или наоборот, один, другой, а потом третий. Вот это ваша инновация, которая, естественно, должна иметь под собой почву практическую, но тем не менее это должно быть что-то, что вы придумали, воплотили, и что-то, что другие увидели в вашей работе и, возможно, тоже стали так делать, или это то, что вы стали преподавать в ходе каких-то мастер-классов, или в вашей школе вы это преподаете, учите других. Возможно, у вас есть патент на что-то, связанное с, опять же, нанесением татуировок или снятием татуировок. Значит, вот инновация, которая востребована в отрасли, в области, которую, может быть, не только вы преподаете, а еще кто-то преподает, вот это вот самый лучший способ закрыть этот критерий. Поэтому, безусловно, если в вашей работе было что-то такое, что вы придумали, воплотили, поделились с другими и повлияли таким образом на вашу отрасль в позитивном плане, то это вот как раз тот самый материал, который можно использовать для того, чтобы закрыть этот критерий. Еще один критерий — это лидирующая или критическая роль в уважаемой организации. Что это означает в применении к бьюти-сфере и к профессионалам в сфере ухода за собой? Лидирующая роль в организации с позитивной репутацией — этот критерий, он применяется к профессионалам в разных областях. Вот, значит, довольно часто люди закрывают этот критерий с помощью например, того, что я упоминала ранее. То есть человек создал, например, салон или сеть салонов, человек, возможно, создал какую-то организацию, которую он возглавил, студию, которая имеет позитивную репутацию в том плане, что она известна, с ней заключают контракты, договора уважаемые организации, в нее обращаются звезды, президенты и прочие известные люди, государственные чиновники, известные спортсмены. В общем, вы являетесь топовым профессионалом, и ваша организация это подтверждает. Значит, безусловно, это классический способ закрытия этого критерия. Также можно пытаться закрыть этот критерий, если вы, например, ну, не обязательно создали этот салон, но являетесь, например, креативным директором, возглавляете какую-то известную сеть. Может быть, вы являетесь главным дизайнером в каком-то очень важном шоу. Ну, например, Нью-Йорк Fashion Week шоу происходит, и вы там главный хер-дизайнер. Это, безусловно, можно считать лидирующей ролью в организации с позитивной репутацией. Возможно, вы являетесь главным мейкап-артистом для известного ТВ-шоу или даже сериала. Возможно, вы являетесь главой какого-то бренда или главным вдохновителем какого-то бренда косметического, еще какого-то. Вы возглавляете вот это направление. Значит, вот это все можно использовать для закрытия этого критерия. Ну, естественно, если вы, например, возглавляете какое-то реалити-шоу, например, по татуировкам. Вот вы тоже можете использовать это как пример лидирующей роли в организации с позитивной репутацией. Здесь может возникнуть вопрос, является ли шоу именно организацией, но это уже вопрос обоснования того, что либо вы закрываете этот критерий напрямую, либо используете эквивалентные доказательства, которые миграционная служба, в принципе, тоже может рассмотреть. Поэтому если вы что-то возглавляли, были главным креативным специалистом,
были вдохновителем какого-то достаточно масштабного начинания в вашей области, возможно, вы сможете этот критерий закрыть. Следующий критерий, он обычно не подходит для профессионалов, например, в сфере бизнеса. Это критерий коммерческий успех в искусстве, точнее, на английском языке это звучит in performing arts. Подходит ли данный критерий в сфере красоты, в сфере макияжа, парикмахерских услуг и так далее? Является ли это performing arts и можно ли закрыть данный критерий? Здесь, скорее всего, у нас будет, некое такое взаимодействие между разными критериями, поскольку есть критерии, относящиеся к высокому доходу. Безусловно, если человек много зарабатывает и, декларирует этот доход, он может закрыть критерии, связанные с высоким доходом. Если работа, например, мейкап-артист, является важной частью именно успеха какого-то шоу. Ну, например, возьмем «Звездные войны», шоу, в котором мейкап-артист, безусловно, как следует поработали. Большая часть узнаваемости персонажей, «Аватар», например, и прочее. То есть есть шоу, в которых действительно работа гримера, работа художника имеет очень большое значение. В этом случае, безусловно, можно утверждать, что коммерческий успех именно в искусстве производится именно в большой части не только благодаря работе артиста, но и благодаря работе гримера или художника по костюмам, или еще специалисты, даже, например, тату-специалисты, если тату-специалист участвовал вот в чем-то таком. То есть все зависит от того, куда дальше пошла ваша работа. Естественно, специалист по прическам может играть большую роль в коммерческом успехе других исполнителей. Поэтому если вы работали с людьми, которые в итоге имеют коммерческий успех в исполнительном искусстве, часть их успеха вполне возможно принадлежит вам, и вы имеете полное право приписывать часть этого успеха себе и подавать на грин-карту, закрывая именно этот критерий. А еще один критерий, который мы не затронули, это выставки и шоу-кейсы. Подходит ли данный критерий для специалистов в бьюти-сфере? Были ли в вашем опыте успешные закрытия данного критерия? Да, безусловно. Однажды к нам обратился, художник по татуировкам, работы которого выставлялись в музее. Была экспозиция фотографий, сделанных по, работам данного художника. Критерий был успешно закрыт. Я думаю, что, как любой художник, как любой человек, работающий с чем-то визуальным, специалист по волосам и специалист по макияжу, и специалист по татуировкам. Вот люди этих специальностей, они, безусловно, могут участвовать в выставках их работ, и если это все проводится на достойном уровне, если все это описывается в ведущих средствах массовой информации, вызывает уважение, какие-то сопроводительные материалы к данным выставкам, то если все это делается на достойном уровне, то этот критерий, безусловно, можно закрыть. Но, естественно, менее экзотические ситуации, тот же фэшн-шоу, когда модели представляют, значит, образцы модные, и вы делаете им прическу, вы делаете им макияж, это тоже представление вашей работы. Далее представление косметических продуктов на определенных трейд-шоу, выставках, то, что называется showcases, все это, безусловно, может служить закрытию данного критерия. Поэтому, опять же, как ко всем критериям, к этому критерию можно относиться творчески. И все моменты, где продукт вашей работы выставляется на публичное обозрение на уважаемом форуме, все это можно представить для закрытия этого критерия. После того, как человек доказал необходимые критерии, для грин-карты EB1 требуется доказать как минимум 3 критерия. После этого офицеры оценивают, является ли данный профессионал одним из немногих на вершине своей профессии, что называется Final Merit Determination. Вы могли бы прокомментировать, как людям доказать этот Final Merit Determination? И, может быть, какие-то советы, рекомендации и ваши комментарии, как подойти к этому доказательству? Для того, чтобы закрыть этот критерий или эту часть петиции,
Очень важно, во-первых, сделать для офицера такой общий обзор трудового пути данного заявителя, показать, что в совокупности заявитель является одним из лучших на вершине своей области. Очень важно показать то, что называется sustained acclaim, то есть слава или успех должны быть продолжительными, а не одномоментными. То есть важно показать, что была некая траектория развития вашей карьеры, и что довольно долго, какое-то продолжительное время заявитель находился на вершине своей области. Это очень важно показать во времени. Дальше очень важно показать, хотя это не совсем часть Final Merits Determination, но тем не менее, что важный для этого момента тоже критерий, это то, чем человек собирается заниматься, кто с ним готов работать здесь, в Соединенных Штатах, какого уровня вообще коллаборации у этого человека возникают, которые тоже как бы косвенным и непрямым путем подтверждают, что это один из лучших специалистов в своей области, поскольку с ним собираются работать или работают, или работали высочайшего уровня профессионалы. Также иногда есть какие-то вещи, которые, может быть, не вошли в какие-то ваши ранее поданные критерии, но подтверждают уважение к вам и вашу уникальную позицию. Вот это все стоит осветить вот в той части петиции, которая называется Final Merits Determination. А какие вы могли бы дать рекомендации по поводу оформления петиции и подготовки бумаг? Как правильно их преподносить, как правильно оформлять? Что вообще нужно делать? Могли бы поделиться своим опытом? Да, безусловно, здесь, ну, есть много аспектов. Прежде всего, очень важно, чтобы ваша петиция достаточно легко читалась, особенно если вы хотите давать свою петицию премиум процессинг ускоренным рассмотрением. Довольно часто люди обращаются, например, после того, как они уже попробовали что-то сделать самостоятельно, у них не получилось, и глядя на их петицию, мы видим, что петиция была очень тяжелой для восприятия, все как-то перепутано, и еще она была отправлена для ускоренного рассмотрения, и видно, что офицер, ну, не смог никак в этой петиции разобраться. Значит, соответственно, очень важно четко организовывать петицию по критериям, четко описывать, как и каким образом вы закрываете каждый критерий. Далее в американской юриспруденции есть очень важное понятие, и, к сожалению, без именно юридического образования к ним очень сложно подойти. Оно называется приложение закона к фактам. Application of the law to the facts. Значит, вот это то искусство, которому учат людей в юридической школе. Это то, на что тратится, в общем-то, 3 года времени. Если вы не даете именно юридический анализ ваших материалов, то вы фактически просите, чтобы миграционный офицер сделал это за вас, сделал бы это сам. И мы часто видим, что иммиграционные офицеры совершенно не хотят делать ту работу, которую по требованию закона должен был бы проделать ваш адвокат. Поэтому, если вы подаете петицию самостоятельно, возможно, что грамотного юридического анализа в вашей петиции не будет, просто потому что вот именно юридическую школу вы не проходили, и как это делать вы не совсем понимаете. Значит, поэтому очень важно, чтобы к вашей петиции был приложен именно юридический аргумент, юридический анализ ваших достижений. Это именно то, чем профессионально подготовленная петиция отличается от петиции, которую, ну, человек подает сам, не имея соответствующей квалификации. Вот. Ну и последний очень важный момент — это, естественно, чтобы ваша петиция была четко организована, чтобы в ней был table of contents, содержание, экзибиты, чтобы были пронумерованы. Помните, что иммиграционная служба сейчас сканирует все документы, поэтому вот некоторые почему-то любят использовать такие прокладочки между документами, которые сбоку немножко вот так выдаются, и на них очень приятно смотреть, но при сканировании они через сканер не проходят, поэтому миграционная служба их просто выбрасывает. И тогда ваши документы получаются неорганизованными. Поэтому используйте правильные материалы, такие, чтобы после сканирования
ваш кейс все равно в иммиграционной службе был доступным к чтению, понятным для офицера. И, как я уже сказала, лучше работать с профессионалами, которые знают, как делать эти петиции, как их не делать, на что обратить внимание, а что, может быть, убрать куда-то в конец. Татьяна, а если человек только приступает к подготовке своего кейса, только в самом начале пути, профессионал из бьюти-сферы, из парикмахерского мастерства, макияжа, тату, это и ногтевой сервис, уход за лицом, телом, это эстетическая косметология и многое. Вот все, что касается бьюти-сферы, с чего бы им начать? Какой первый шаг сделать на пути к грин-карте? Ну, безусловно, одним из, полезных первых шагов является, собственно говоря, консультация с профессионалом. Также изучение материалов, то есть изучение, критериев, которые вы могли бы закрыть. Изучение того, как вы могли бы прийти к закрытию этих критериев, то есть, например, поучаствовать, возможно, в каких-то соревнованиях, если вы в них не участвовали. Возможно, обратиться за тем, чтобы стать судьей в каких-то соревнованиях, возможно, подумать о том, как вы могли бы, может быть, запатентовать какую-то свою инновацию, или, может быть, поработать побольше с известными брендами. То есть ваша карьера должна развиваться таким образом, чтобы в итоге эти критерии были закрыты. Если вы уже ощущаете себя профессионалом на вершине своей области, то опять же очень полезно подумать о том, какие у вас есть материалы, с помощью которых вы могли бы закрыть данные критерии, посоветоваться с профессионалом по оформлению именно иммиграционных петиций. И если вы чувствуете, что, скорее всего, вы уже можете претендовать на то, чтобы подавать материалы на грин-карт, безусловно, это стоит сделать, опять же, грамотно, профессионально, с компетентным юридическим представительством. Спасибо вам большое, Татьяна. Спасибо за то, что делитесь вашим опытом. Спасибо за ваши рекомендации и спасибо за ваше время. Спасибо вам, спасибо зрителям и слушателям. Пускай все ваши визы и грин-карты будут одобрены. Встретимся в Америке. Пока.